Всем привет! Слава Украине! Смерть ворогам! Сейчас будем заниматься тем, что будем утеплять вот этот дом вот этим экструдированным пенопластом, точнее пенополистиролом, цоколем. Но будем утеплять его на всю высоту, на 1,20 м. Итак, ребята, давайте по существу. Смотрите, приобрели пенополистирол, сотку, клей для пенополистирола. Здесь 71 лист, это 50 квадратных метров приблизительно, там чуть-чуть не хватает. Соответственно, как производитель заявляет, 5 килограмм на квадратный метр. Соответственно, у нас 10 мешков по 25 килограмм, 250 килограмм клеевой смеси. Потом взял сетку вот такую. Конечно, хотелось синюю, но, видимо, не я один хочу утеплить. В общем, она закончилась, была только такая. И монтажную пену. Там есть нюансы, где пенополистирол просто никак не засунешь. Так что давайте сейчас подготавливаем стену. Стена у нас из газобетона и виднеется чуть-чуть фундамента. После строителя остались щели, и хозяин этого дома с помощью пены задувал щель, потому что дуло. Да, вот так, ребята, проверяйте работу на, так сказать, финальном этапе, когда у вас выложены, и желательно еще и на просвет. Но это мелочь. Запенил, уже красавчик. В общем, берем шпатель и снимаем вот такие вот лепухи, срезаем пену. Ребят, стену подготовил, посрезал лишнее, посчухивал всякие наплывы. Уже принес пенопласт, подмел. И сейчас очередь замешивать клей. Теперь даем ему 5 минут постоять и еще раз перемешиваем. Мой второй день пребывания на этом объекте. Сейчас отключили свет. Надо понимать, верное отключение. Ничего страшного, мы можем работать и без света. Правда, будет чуть сложнее. Из неприятного я успел прилечь вот здесь. Вот, видите? Такой эшафот. Да, ребята, соблюдайте правила безопасности на стройке. Не ходите по наклонным мокрым доскам. Хорошо, что ничего не сломал. За первый день успел сделать вот эту вот стену. Сзади. Вот это вот обрезки, которые у меня пооставались. И чуть-чуть не доделал вот эту вот стену. Задача на сегодня: доделать вот эту вот стену, сделать низ вот этот, пропенить все стыки и переходить уже на фасад, переднюю часть. Доделал низ по периметру. Вот, смотрите. Дело в том, что здесь был кружок кройки и шитья, точной подрезки и тому подобное. Условно точной. В общем, пропенил стыки. И давайте я вам покажу. Вот. Прошелся везде. И еще тоски нагоняют ребята, которые вот там вот, я не знаю, слышно вам, не слышно? Сейчас. То ли траву косят, то ли дрова пилят. В общем, в сирену это лучше не делать. А так все вроде бы хорошо. Единственное, что здесь еще надо побыстрее утеплять. Владелец дома пока созрел только на это. В дальнейшем, я думаю, скоро утеплим, потому что, видите,
птички начинают селиться в вате. Ну, тоже можно понять, холодно. Вот здесь вот так вот. Ну а сейчас я буду делать переднюю часть фасада. Вот там за углом. Только буду их приклеивать не вертикально, а горизонтально. Ну что, сделаю, покажу. Да, и забыл сказать, свет только дали с самого утра. Я только попил кофе, успел чайник закипятить, и свет отключили. И вот 2 часа дня включили. Продолжаю работать. Итак, ребята, воскресенье. Мой 3-й день пребывания здесь. И сейчас я буду делать под террасой. Убираем вот это вот дело. Пенопласт пока остается. По мере продвижения работы он будет расходоваться. И видим, что здесь есть вот такие вот неровности. Отбивать я их не вижу смысла, поэтому будем чуть-чуть утоньшать пенополистирол. А между металлом и фасадом, ну, цоколем, точнее, будем пропенивать. Вот. На всю длину. То есть зазор в 1,5 сантиметра. Пропеним, чтобы было тепленько. Вот так уже прошелся снизу. Все сложил, там обрезочки. Убирал. И что неудивительно, будем продолжать вверх, только уже не пенополистиролом, а обычным пенопластом 25 плотности. Буду его клеить на клей-пену и сразу же укреплять грибками. И этот тоже пройду с грибками, укреплю. А потом будем штукатурить. Ну как, договорились только о том, что я приклею сетку и так ее заштукатурю. То есть декоративный фасад будет потом делаться. А так, чтобы защитить его от ультрафиолета. Так что сейчас делаем заказ и ожидаем машинку. Но скорее всего, что она будет дня через 2. Ну, в общем, посмотрим. Всем доброе утро, ребята. И это мой 4-й день пребывания на утеплении фасада. Вчера приехал пенопласт. Вчера я занимался в доме. Там будет видео, чем я там занимался. Приехал пенопласт. Вот он. Я его аккуратненько сложил. Сейчас допиваю кофе, переодеваюсь и начинаем утеплять. И сейчас меня ждет вот эта вот штука по периметру. Ну хорошо, что с одной стороны там вообще окон нет. Так что всем доброе утро, слава Украине, пьем кофе, получаем заряд бодрости и начинаем бодренько работать, потому что температура может сказать в ближайшее время: парень, ты не успел, в следующий раз. Ребят, все, переоделся, вынес инструмент, удлинитель, пену. И сейчас начнем утеплять. Начну с самой высокой точки. Ну, так как я считаю, что самое сложное, учитывая мой рост. Утеплять буду и чуть-чуть с вылетом. Потому что птички тырят вату. Им тоже холодно. А когда будет подшиваться крыша, уже можно будет срезать, сделать продухи. Будет все хорошо. Так что сейчас начинаем. Ребятки, прошел час и стена уже наполовину готова. Сейчас столкнулся с небольшой сложностью. А сложность заключается в том, что я вот там вот не достаю, а здесь окно. Сейчас возьму какую-нибудь доску, прикручу ее к верху лестницы, чтобы не продавливать пенопласт. И продолжу. Ребят, нашел вот такую вот доску. Ну как, от мебели. Теперь берем 2 стяжечки
И все это приделаем к нашей лестнице. Да, сейчас вообще дело пойдет в разы быстрее. А то я там корячился. Как не знаю что. Балерина такая. Сильно не затягиваю, чтобы она имела свободный ход. Мало ли под каким углом мне будет удобно работать. Вот как-то так. Наверное, чуть-чуть. Оп. Песня. Фу, ребята, стемнело очень быстро. Я успел доделать только вот совсем чуть-чуть. Ну, мне осталось из боковых стен только вот. Ну и фасад. А так на сегодня все. Фу. Вот это я работнул. Новый день, 5-й по счету. Пойдемте покажу, что я вчера сделал. Да что ж такое? Вы так не пугайте. Темнеет ужасно рано. В итоге по факту получается сколько? Ну, 6 часов. В 8 проснулся, в 9 здесь. Пока разложился 10. Пол-4 уже темно. Ну вот, завчера полностью. Как я говорил, утеплял до самого верха, чтобы птички не растягивали, не растаскивали себе на гнезда утеплитель. Вот так вот все. Тут пришлось вставить вставки. Ну, осталось вот эту стену добить, и будет все хорошо. А также, ребята, надо будет утеплить откосы на окнах. Здесь 2 окна маленьких и одно витражное большое. И еще будет такой прикол вот с этим вот счетчиком. Я хочу вывести провода на эту стену, но так как провода нельзя зашпаклевывать, они должны быть видны. Да, такой прикол есть. И я думаю, я что-то придумаю. Так что кофеек и поехали. Домой? Не домой. Так что, ребят, кофеек и начинаем работать. Ребята, очередной день. Сделал переднюю часть фасада. Сейчас буду делать откосы. В этот откос надо вывести провод, сделать вот тут розетку. Запитаюсь его, к сожалению, от уличного света. Ну, вот так вот. Не вывели отдельный провод. Розеток нет. Приходится вытягивать удлинитель, что крайне неудобно. Провод, розеточка уличная. Откосы, кстати, буду делать из пенополистирола, который, ну, на стене. Он, кстати, расслаивается, если хорошо постараться. Поэтому сейчас вот так вот подставляю, с обратной стороны черкаю, обрезаю и на пену. Там, конечно, были боли, страдания. Так как там нет газобетона, пришлось приклеивать... О, жучок. Пришлось приклеивать на швеллер. Ну ничего. Все нормально. Погодка сегодня вообще классная. Плюс 11. Работать прям не хочу. Ну что, пока отключаюсь, покажу готовый результат. Все, ребятки, запенил. Тут еще подрезать. В общем, сейчас начинаю наносить раствор и приклеивать сетку. Сетка у меня вот такая вот. Вы поняли, да, что за фирма? Ну, не суть. Она может быть любого другого производителя.
Так, все у нас пропенено. Растворчик замешал, замесил. Сейчас 5-10 минут он настоится, потом еще раз перемешать и будем наносить. А пока беру такой вот нехитрый инструмент и царапаю вот этот пенополистирол. Царапать пенопласт, ну, не вижу смысла. Соседи точно не скажут спасибо. А этот не разлетается так сильно. Так что сейчас царапаю, наношу раствор и приклеиваю сеточку. Так, ребята, раствор готов. Сейчас будем наносить на вот эту. Поцарапал ее, кстати. Буду наносить гребенчатым шпателем. Это 8х8 и обычную такую вот маленькую. Вот так вот. Сейчас будем приклеивать вот эту вот сеточку. Клеил, ну как, прислонил, скажем так. Для втирания, так сказать, сетки в раствор буду использовать вот такой вот шпатель и побольше шпателек. А теперь смотрите, почему наносил гребенчатым. Смотрите. Вот, и она уже там. Все лишнее в ведро. И от центра к сторонам. То есть вообще без усилий. Ну а я продолжаю. Ребята, получается вот такая вот поверхность. В некоторых местах видно сетку. Ничего страшного, зато она у нас качественно, так сказать, приклеена. И в таком ключе идем по периметру. Потом делаем откосы, все. Потом приклеиваем уголки. И второй финальный слой, чтобы закрыть даже сетку. Потому что сетка точно так же, как пенопласт от ультрафиолета, портится. И потом уже на ваше усмотрение. Хотите, делайте фасад декоративный. Хотите, просто красьте. Хотите, оставляйте так. Ну а я продолжаю. Все, ребята, я закончил. Похолодало, конечно, конкретно. Я уже переоделся. К сожалению, продолжать фасад нет смысла, но я его доштукатурил, останется только зашкурить и покрасить. Но это уже будет весной, потому что сейчас температура уже, к сожалению, ночью -2, -3. Сами понимаете. Давайте сейчас я вам покажу, что я сделал.
Вот откосики. Отлив подрезал. Надо так вот убрать. Вот задняя часть дома. Вот спереди сохнет, конечно, долго, но сохнет. Вот здесь я не хочу идти, надо перепрыгивать. Вот так вот и получается. Останется, опять же говорю, убрать. И встретимся весной. А ссылочка на то, что я делал внутри дома, будет в описании. Всем пока. Слава Украине!